Чтобы получить красивые цветовые переходы, нужно на этапе фиксации уже начинать их расставлять. Эскиз не потеряется благодаря вот этим вот расстановочкам. Я работаю только по сухой коже. Сейчас начинаем снова с кончика и уже работая наверх расставляем цветовые акценты. Это самостоятельный оттенок, он и без замиксовок хорошо заживет. И каждый штрих должен быть на своем месте. Обязательно думать, зачем мы ставим его именно здесь. Всем привет, меня зовут Анна Числова. Мы на канале Hanafi Colors Pigments. Сегодня выполняем перманентный макияж бровей в технике напыления с эффектом цветовых переходов. Анна Числова – мастер-тренер по перманентному макияжу, в профессии более 9 лет. Автор собственных методик, участник, спикер и судья конференций и чемпионатов, основатель студии перманентного макияжа и аппаратной косметологии, обладательница премии «Перспектива» мастеров России по версии «Интерперманент» в 2021 году в Москве. Работы Анны восхищают. В этом видео она поделится профессиональными секретами. Они помогут вам лучше и эффективнее работать. Мы начинаем процедуру. Предварительно я сделала эскиз с косметическими карандашами. Я взяла иголочку фирмы Hanafi. Она универсальная и очень хорошо подходит для зоны бровей. Приступаем к работе. Первая проходка у меня будет без анестезии, чтобы хорошо закрепился у нас эскиз. Работаю маятником с хвоста брови. Возвратно-поступательные движения. Быстро я не бегаю, чтобы у нас хорошо закрепилось. Немножечко топчемся на месте. Одну область я прохожу минимум 2-3 раза. Слышится легкий хруст. Длина маха примерно 1 сантиметр. Чтобы получить красивые цветовые переходы, нужно на этапе фиксации уже начинать их расставлять. То есть у основания брови более плотнее я иду и к спинке брови немножечко разряженнее. Первый проход у меня идет вдоль по горизонтали. Последующие будут уже на вылет кверху. Цветовые переходы достигаются тем, что плотность у основания брови немножечко больше. Кверху получается за счет того, что там меньше будет проходов и они более воздушные. В конечном результате у нас будет более уплотненный низ и воздушное начало и верхушка брови, спинка. Это достигается путем наложения штрихов. То есть внизу мы будем делать более плотнее, а наверх прорежать. Когда я продвигаюсь уже к началу брови, расстояние между штрихами делаю уже гораздо больше. Начало немножко чувствительнее может быть. Сейчас я покажу еще, как можно фиксировать эскиз, если вы его теряете. Прямо в процессе работы. Вот я дошла до начала, полностью прокрасила. И сверху сразу я делаю вторую проходку, чтобы наверняка ничего не протираю. Уплотняю нашу фиксацию, чтобы уже на уровне вот этих легких первых проходок у меня все осталось хорошо. Был видимый след. Вторая проходка готова. Сейчас, на всякий случай, еще закреплю эскиз. Это можно делать точечно. По всему периметру с расстоянием проставлять легенькие точки. Обязательно самую конечную или начальную. Главное не давить сильно, чтобы они по итогу не остались. Я не люблю, например, маркеры и ручки. Фиксирую таким образом. Я убираю пигмент, но не весь, чтобы он в процессе анестезирования немножечко еще впитывался. До чисто я не вытираю. Вы можете, конечно, проверить себя, протереть полностью кончик и в случае чего сразу сделать третий, например, проход. Я точно знаю, что след у меня останется, поэтому я вот немного вот так вот промокаю и капаю уже анестезию вторичную. И пока я буду делать левую бровь, правая у меня уже полностью обезболится и проявится. Сейчас может пощипать немножко. Приступаем ко второй брови, то же самое. Начинаем с кончика. Я всегда в воздухе размахиваюсь, чтобы не заходить с точки, чтобы было сразу воздушно. И вхожу в кожу. Пигмент я взяла Hanafi бровный номер 3, молочный шоколад. Мне он очень нравится, он универсален для многих типов кожи. В данном случае девушка русая, достаточно темненькая, то есть он хорошо должен зажить
и подстроиться под ее кожу. По итогу мы получим коричневатый оттенок в зажившем виде. На ней он будет смотреться не слишком теплый и не слишком холодный. Очень красивый будет. Подстроиться под ее цвет волос. Данному пигменту троечки я не стала ничего подмешивать, потому что это самостоятельный оттенок, он и без замиксовок хорошо заживет. То есть если бы я, например, подмешала номер 1, он стал бы светлее и более теплее. Если бы номер 2, мы бы получили более холодноватый серенький оттенок. А номер 4 здесь, я думаю, совсем не нужно затемнять настолько. Поэтому в самостоятельном виде он будет замечательно подходить. Разбавители я не использовала. Люблю работать концентрированными пигментами. На пигментах Hanafi я работаю уже более 4 лет. Видела зажившие работы свои же в большом количестве. Спустя год, 2, 3. То есть меня полностью они устраивают. И девушки приходят на обновление, мы делаем то же самое. Они очень стойкие. То есть после основной процедуры и коррекции я не вижу клиентов более 2 лет даже. Не дают нежелательных оттенков при правильной работе. Главное правильно подобрать по цветотипу и не заглубляться. Первые вот 2 проходки, они, я считаю, прям основные. Почему я работаю маятником? Потому что, может быть, замечали иногда за собой, что брови могут получаться насыщенности, то есть разные. Правая может быть светлее, а левая темнее. Это частая ошибка, когда мастер работает, например, в одну сторону. Либо на себя, либо от себя. Проще всего работать на себя. Правая бровь у нас получается гладится по чешуйкам, а левая против них. Из-за этого заживший вариант может быть темнее. Это так сказать, что левая получается насыщеннее. А техника маятника, она сразу идет в 2 стороны. И по заживлению не должно быть разных оттенков. И против чешуек, и по чешуйкам идем. Первая готова, вторая сверху также. Снова продвигаемся и подходим уже к началу. Расстояние между штрихами делаем больше для воздушности. Угол, конечно же, 90 градусов, поэтому я всегда голову поворачиваю, как мне удобно. Нужно снова проставить точки, чтобы не потерять эскиз. Кто-то фиксирует легкими контурными движениями. Мне так не нравится, потому что лучше перестраховываюсь, чтобы не получить по итогу линейности. Верхний слой снимаем и на анестезию. Первичную анестезию я никогда не использую, чтобы кожа была мягкая, не дубовая. Так лучше ложится пигмент на первых этапах, вот как раз фиксации. Вторичную уже использую, она хорошо проявляет, выбеливает, ну и комфортно клиент себя чувствует. Снова пощипит, не более минутки. После первой проходки мы видим, что прокрас у нас получился равномерный, так как я хотела, здесь высветленные участки, и кончик тела брови поплотнее смотрится. На этапе фиксации у нас уже хороший результат, видимая бровь. А нам останется сейчас только расставить цветовые акценты и уплотнить низ. То есть вот пигменты ложатся просто отлично. Несмотря на то, что это мы еще работать особо не приступали. Это вот фиксация. Я работаю только по сухой коже. На ней не должно быть ни зеленого мыла, ни хлоргексидина, ни вазелина, тем более. Перед каждым проходом обязательно протирать насухо. Тогда намного лучше будет ложиться пигмент. Сейчас начинаем снова с кончика и уже работая наверх. Расставляем цветовые акценты. Немножко даже не доходя до верха, уплотняем низ и диагональными движениями. Уже не маятником, просто на себя в одну сторону. Махи короче. Такие цепляющие движения коротенькие на себя. Примерно на 1/3 мы не доходим до верхней линии. Я ее оставляю всегда на потом и дорабатываю уже после того, как посажу клиента, проверю симметричность снова и уже можно напылить в конце. Красиво. Так что сейчас работаем 2/3 брови. Делаем темнее. Низ, серединка и останавливаемся. Идем в обратную сторону. Скорость на блоке у нас примерно 4,9-4,8. На данном этапе можно почаще протирать. Так мы будем сразу видеть, где еще не хватает, и доставлять акценты. Сейчас делаю кончик поострее и снова пройдусь по месту, где я уже работала. Вначале я фиксировала эскиз точечно, и вот они у нас видны. То есть эскиз не потеряется благодаря вот этим вот расстановочкам. При этом они не смотрятся жирными точками и так, конечно же, не заживут. Они либо исчезнут, либо сольются с напылением, которое я сделаю в конце. Легкая натяжка кожи. Ну, можно протереть, посмотреть. Часто пигменты Hanafi смотрятся, вот особенно номер 3, слишком теплые во время процедуры и в первые дни после. Но спустя 28-30 дней цвет хорошо приспособится и такой теплоты излишней не будет. Я всегда предупреждаю, что первые дни излишняя теплота. Затем уже появится более холодноватый оттенок на холодных девушках, либо будет просто красивый коричневый универсальный, без рыжины. И снова, когда подходим к началу, уже к переносице, более
более редкие штрихи делаем. Об этом нужно не забывать, иначе можно заработаться и получить просто прокрашенную бровь без всяких красивых эффектов. Каждый штрих должен быть на своем месте. Обязательно думать, зачем мы ставим его именно здесь. И 2 раза по одному месту я не делаю. Всегда в разных местах россыпь. Протираем. Насухо обязательно. Сейчас будет уже творческая часть, когда мы расставляем как раз акценты. Я всегда клиента предупреждаю, что будет чуть шире, чем эскиз, потому что нужно с напылением где-то разгуляться, нужно создать полупрозрачность. По заживлению это все подсядет и не останется настолько. Смотрите, с кончика можно начать. И от основания на вылет идем за контур, миллиметра на 1-2 выходим. Редкими такими движениями, с большим расстоянием. Легкое нажатие обязательно. И тоже каждый штрих в новом месте. Друг под дружке не нужно штриховать. Один на другой не класть. Например, область одну напылили, нужно проверить, вытереть. Вот уже появляется напыление. Мы к нему еще вернемся. Сейчас проходим от изгиба до начала брови. Тоже с вылетом за контур работаем, захватывая низ. Некоторые мастера и новички в особенности не знают, куда деть мизинец. Это такая проблема, которая может на работу повлиять. Кто-то ставит под глаз, вот это все начинает двигаться. Мне удобнее ставить мизинец на свой же большой палец. Попробуйте, это очень удобно. Кожа не трясется, и вы хорошо маневрируете своей рукой. Подходим к началу, делаем больше расстояния. Снова. Работа подходит у меня к завершению. Я попросила модель присесть, чтобы посмотреть симметрию, чтобы все было хорошо. Я себе наметила те участки, где нужно еще подкрасить, и будем заканчивать. На завершающем этапе я еще раз прохожу по низу поплотнее, чтобы он смотрелся потемнее. И верхушечку я напыляю. Сейчас пройду полностью, затем протру пигмент и буду еще напылять точечно по верху, для того, чтобы был воздушный эффект и более такая сухая работа. Пейзажный эффект получается. Если бы мне нужно было локально где-то добавлять, я бы это делала только в том месте. То есть снова по всей брови ходить не нужно, чтобы она у нас не затемнялась лишний раз. Двигаюсь к началу. Расстояние между штрихами большое. За счет этого оно у нас вот такое вот светленькое получилось. Стираем пигмент зеленым мылом Ханафи. Он хорошо убирает остатки краски и при этом обладает антисептическим действием. Снова насухо обязательно. И проставляю уже точки, чтобы у нас был такой сухой эффект теней рассыпчатых. Когда я делаю точки, нажатие у меня гораздо легче, чем когда я штрихую. Иначе они могут получиться слишком холодного оттенка. Точки, конечно же, хаотичные, не в одну линию. Данная техника подходит для широких и средних бровей по толщине. Если запрос на тоненькие брови, так не получится сделать, потому что для напыления нужно пространство, чтобы сделать полупрозрачный эффект. С тонкими бровями получится только распушить у начала. Сразу перейду сюда, чтобы зафиксировать, а то у меня сотрется. Потом продолжу. Также данная техника подходит для сухой и нормальной кожи. Не для жирной, не для расширенных пор. Просто такого эффекта будет не видно на такой коже. Иголочки подходят и 0,30, 0,35 вот в идеале. Если будет слишком тоненькая игла, к примеру 0,25, ну и еще меньше, такого сухого эффекта не получится. Будет просто красивая тень, но без вот видимых таких точек. Кому-то нравятся они, кто-то предпочитает более карандашную технику. Сейчас точечно напыляем, уже завершаем работу. Будет красивый воздушный эффект от темного к светлому. Количество проходов я обычно не считаю. Главное, чтобы на начальном этапе фиксации у меня их было 2, а там я уже смотрю по проявлению. Это в процессе все получается. Заживает данная техника без корочек. Легкое будет шелушение. Увлажнять не требуется, просто обработка хлоргексидином. Первый день, каждые 1,5 часа. На второй день только с утра. И далее дать зажить уже на сухую бровям.
что, мы закончили процедуру. Пишите свои вопросы, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал Hanafi. Пока-пока.